Проверка технического состояния подшипника полуоси. Что это такое? Зачем это нужно? Эти и многие другие вопросы я постараюсь разобрать сегодня. И всем привет, как всегда. Для этого необходимо вывесить колесо проверяемого подшипника и покачать его вдоль полуоси. Замерить осевой зазор в подшипнике, который не должен превышать 0,7 мм. Демонтаж полуоси. Необходимость данной операции наступает в увеличенном осевом зазоре вывешенного колеса. Для этого необходимо установить перед передним колесом противооткатные упоры, вывесить колесо, снять колесо и тормозные барабаны. Дополнительно поддомкрачиваем задний мост со стороны задней полуоси. Оценка технического состояния полуоси и подшипника. Полуось оценим по состоянию и размеру шлицов и по биению фланца. По сути, это все, что я хотел вам сегодня рассказать, поэтому кратенько напомню, чтобы не забывали подписываться на мой канал, вам не сложно, а мне приятно, и поставьте, пожалуйста, колокольчик, чтобы всегда быть в курсе последних событий на моем канале. Также поставьте, пожалуйста, лайк, мне будет это очень приятно, а вам не сложно. И напишите комментарии. Вместо того же глупого дизлайка лучше напишите комментарий с пояснением там, где я допустил свою ошибку. Также вы можете предложить свою тему для видео по конкретной теме. И не только по конкретной теме, там техническое обслуживание. Может, у вас еще какие-то интересные есть вопросы. Давайте разберем. Я запишу, и может в ближайшем будущем я сделаю туториал на эту тему. Если, конечно, видео наберет 50 лайков, а лучше всего 100. Пока что на этом все. Всем спасибо. Помните, дальше будет только интересней. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. И всем удачи!